привет, всем доброе утро. Ну что, приехал я на работу. Народа нет, народ весь вышел, пошел переодеваться. Ну и мы с вами сейчас пойдем переоденемся. Сегодня в планах найти утечку воздуха двойную. То есть, когда нажимаешь на тормоза, воздух фигачит прям, от души. Там под машиной может быть шланг, может быть трубка, надо посмотреть. И система, когда, машина работает, нагоняет, все нормально, сцепление работает, но только стоит заглушить, как она травит. То есть, скорее всего, с ПГУ где-то уходит. Тоже надо будет посмотреть. Ну и механик мне вчера сказал, даже и показал. Привезли лапу с ремонта. Отдал в ремонт, сказал не заморачиваться, поменять сразу и этот, как ее, замок, переделанный с трубкой под шланги. И поменять манжеты. Все сегодня в видео. И напоминаю всем, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь опытом в комментариях. Так что погнали! Так, ребят, вот я переоделся. И с Александром притащили мы все-таки лапу оттуда, от вагончика, принесли сюда. Смотрим, что да, действительно ее раскручивали, меняли манжеты. Короче, трубку убрали и сделали шланг. Сейчас, правда, ничего не притянуто. Я сейчас буду переворачивать. Переверну, чтобы вот так вот было. Вот так они типа отказались делать. То есть трубки тут обрезать, там проваривать. Типа вот шланги сделали. Шланги проще типа того подрезать. И замок. Сейчас я эту лапу снимаю. Туда на тот зеленый Урал. Напомню вам, какой замочек здесь по сравнению с тем. То есть насколько он больше и мощнее. Не знали, что с ней. Не то манжеты здесь, не то типа этот замок. То есть она вышла и назад не заходила. Сколько людей, столько мнений. Типа кто говорит, что это манжеты, кто говорит, что это замок. И механик отдал в ремонт, сказал, делайте сразу все, чтобы не думалось. И сейчас нам нужно будет завести, посмотреть, откуда здесь вот травит, и там найти утечку воздуха. Так, ребят, пойду я одену шапку, свою панаму. Вы не представляете, сколько в этом году комаров. Просто ужас. Всю голову уже искусали. Пойду одену. Так, одел панамку. Ну что, ребят, не успел я, заснять ремонт клешни. Ну что, давайте по старинке проверим масла, все жидкости, заведем и полезем смотреть. Ребят, вот видите, чем плохо эта лапа. Сам по себе шток здесь, сделанный больше, чтобы отжиматься выше. Но чем плохо, что с этой стороны замок. Видите, при задевании за землю она будет упираться сюда. Эта лапа, она, видите, по-другому сделана. То есть трубка с этой стороны. Но у нас выбора нет. Будем ставить свою родную. Эта петля больше этой, это меньше. То есть и получается, если вот эту выбить, получается, когда ты начинаешь отжиматься, то она давит на крышку. Сюда крышка прикручена. И вырывает болты. Вон, видите, сколько раз вырывала. В итоге она вот так заламывается под машину. И все, и выламывает. Сегодня погода так, нормальненькая. Солнца нет, жары нет, так хорошо. Но комаров просто, ребят, финиш. В этом году что-то просто нечто. Так, ладно, заводим. Вот смотрите, видите, ребят. Так-то он держит, все нормально. Но, сцепления нет. То есть вот сейчас накачаешь, то есть сцепление появится, только стоит заглушить 2-3 минуты, все. То есть воздух есть, все есть, но сцепления не будет. Так, ребят, минут 5, наверное, качал. Все, сцепление появилось. Смотрите, дождичек пошел. Слышите, да, ребят? Фигашит. Ого. Ой-ой-ой. Так, вам видно? Здесь я нашел, да? Меняем этот шланг. Значит, откручиваем здесь. У меня такое ощущение, как будто дует еще там в ПГУ. Заменим сначала его и потом посмотрим по ходу пьесы или действий. Ребят, шланг этот, здесь ладно, открутишь, снимешь. А там, посмотрите, там вот, видите, он в раме. Там его, я так думаю, фига его туда оденешь потом. Я все-таки принял решение. Думаю, лучше я сейчас откручу вот так. То есть вот на 17 держу. И 19-м откручиваем. И уже здесь спокойно поменяю шланг. Плюс еще надо шланг найти. Вот видите, весь грязный черный стал. Снял я ее, Я, конечно, сомневаюсь, что тут с завода должна идти вот такая вот фигня. То есть вот здесь вот на хомутах какой-то шланг тут непонятный, не то кислородный, не то обычный. Вон тоже, видите, герметик намазан, я так понимаю, чтобы
воздух не пропускал. Ребят, кто знает, трубка там должна быть или что? И вообще, как вот эта штучка называется? Вот это вот, ПГУ или как? То есть, ну, по сравнению, например, с КамАЗом, который 5511, конечно, не такой он. Как это вот вообще называется, вот эта вещь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вон, смотрите, здесь, видите, трубка должна быть. Видите, она заглушена, заплющена молотком. И куда она должна вести, та трубка? Так, ну ладно, что? Я так понимаю, что, ну, нужно менять шланг. Трубки такой здесь, наверное, не наверное, а стопудово нет. Так что пойду я искать такой шланг. Блин, больше времени уходит на беготню туда-сюда, пока тут все надыбаешь. Короче, я так понял, все-таки здесь должна быть трубка. Смотрите, снял я вот этот вот шланг. То есть, вот видите, здесь так аккуратненько ножовочкой отпилено. И здесь было надето на резьбу. Я так понимаю, здесь тоже трубка. Вот наподобие такой же переходничок должен быть. Ну, то есть на трубке гайка, наворачиваться. И все. Ну, в данный момент здесь стопудово нет. Это надо заказывать, это когда привезу, там туда-сюда. А тут уже надо горбыль грузить. А еще, блин, делов много. То есть сейчас, вот я шланг нашел, надыбал. Длину отмеряем, обрезаем. Нашел герметик, сходил. Даже не нашел, а сходил просто в автобус к себе. Сейчас сажаем на герметик, затягиваем. Так, здесь я ВДХой смочил. То есть, чтобы закрутилось. Ставим, заводим. И пробуем. Так, все готово. Вот у меня такое получилось. Такая конструкция. То есть тоже так же я герметик. Использовал я вот такой герметик. Пахнет он уксусом. Герметик, ну, с одной стороны, как бы легче туда заделывать, в шланг вставлять. Ну, а с другой стороны он высохнет и не будет здесь, если что, потом, если хомутик чуть-чуть расслабится, не будет потом сифонить. Полезли устанавливать и заводим. Будем пробовать. Так, ребят, пока поставил туда шланг, прикрутил, залез. Сейчас герметик мальца прихватится, чтобы не сорвал его, когда начну давление давать. Механик придет, я ему буду заказывать трубку. Нафиг все эти шланги, я все оттуда буду убирать, все эти шланги. Вот смотрите, все там на шланг. Офигеть, еще бы они не рвались. И вон, видите, масло фигачилось. Я залез, двумя ключами протянул. Переходник был открученный вообще. Но все равно я буду вот эту штуку упрашивать. Руль вообще не работает. Абсолютно. Назад сдаешь, прицеп начинает уходить. Надо выруливать. Тут нифига не успеваешь. Короче, фигня. Руль я точно буду делать. Так, ну что, ребят, давайте попробуем. Есть цепуха, нет? Так, воздух есть, цепуха есть. Глушим и пойдемте посмотрим. Давайте послушаем. Чуть-чуть где-то здесь вот травит. Чуть-чуть. Ну ладно, фиг с ним. Это полбеды. Так, вот теперь давайте тормоза. Вот смотрите, что с тормозами. Фигашит, да? С такой утечкой даже остаток, как говорится, мост. Остаток моста здесь вперед перестал тормозить. Где-то здесь. А где? Помощника даже нет, некому нажать. Так, ребят, сейчас посмотрим, где будет шипеть. Да, давай, нажимай. Еще. Вот, ребят, видите, дыра какая. Просто пополам шланг разорванный. Конечно, вот видите, все, буквально все. Каждая трубка на шланге, но это не дело, да? Вот так, что, меняем вот этот шланг, и нужно поднимать вопрос о трубках. То есть нафиг всю эту фигню, все вот эти вот шланги, вот видите, вот она где. Или один раз делать, или, блин, нафиг, потому что уже, честно, надоедает. А вы, ребят, как считаете? Напишите в комментариях. Я вот, например, считаю, лучше один раз сделать, ну, то есть нормально все поставить, то есть трубки, никаких вот этих вот шлангов. Трубки, конечно, надежнее намного. Вот, ВДХ мы брызнули, чтобы не сорвать хомуты. А то еще бегать, хомуты искать. А шланг нашел, ну, не знаю, такой, не такой. Наверное, такой. Заменим. И думаю, что все, наверное, насчет утечек воздуха. Вот, и пойдем ставить лапу. Вот про что я говорю, больше времени уходит на беготню. Короче, вот теперь, чтобы открутить эти хомуты, блин, отвертки нет такой. Да и мало того, они вон разбитые уже. Так что пойду я к своему инструменту, а он у меня в автобусе. Принесу головочку на 7. Вот, потому что здесь вот есть наборчик, выделили мне. Но
здесь нет. Так что пойду за своим. Вот, ребят, повреждение. Лопнул он от старости или я не знаю. Здесь тоже все, короче. Вот такой кусочек есть. Но не знаю тоже, насколько это хватит. Я так понимаю, здесь так решали проблему. То есть трубка, например, повредили ее или что, не знаю. Здесь просто брали, выпиливали и ставили шланги. Так что ли получается? Потому что куда ни посмотри, вон видите, там шланг тоже. Вот видите, трубка идет на этот. Тоже соединено шлангом. Там под кабиной тоже все шланга. Здесь, смотрите, тоже шланг, хотя здесь тоже трубки должны быть. Все кругом на шлангах, где должны быть трубки. Ну ладно, что, сейчас я по размеру обрежу и поставим шланг. Ну вот, ребзя, все, заменил я. ВДшечки побрызгал, то есть эти заработали, ништяк. Ну, нормально. То есть, если на сухую, стопудово им хана сразу будет. Я имею в виду хомутиком. Тоже так же я подмазал герметик. Кто-нибудь, наверное, из вас скажет, да нафига он нужен туда-сюда. Ну, я не знаю. Я как-то, блин, люблю я работать с герметиком. То есть, я намазываю хоть прокладки, хоть что, тоненьким слоем. И все, прилеплять, никаких тут подтеков, ничего такого нет. И здесь то же самое. То есть, он и слетать, как бы, он сейчас схватится, присохнет. И здесь, когда резинка прожмется, хомут туда влезет, ну, чуть-чуть расслабится, может быть, то герметик будет держать. А так он может слететь там или еще что-нибудь. Переходим на ту сторону. Пойдемте мудрить с лапой. Возьмем вот эти два ключика, нормальненьких таких. Я думаю, наверное, давайте расслабим шланги. Потом выбьем вот эту фигню. Думаю, наверное, скинуть лапу вниз, поставить сюда, надеть эту лапу новую со старыми дырами. И уже потом перевернем вот этот замок, сделаем здесь сверху, выше. И уже подсоединим, вернее, протянем и подсоединим шланги в последнюю очередь. Чтобы поменьше масла здесь было. А то сейчас будет все в масле здесь. Так, вот, ребят, смотрите. Видите, какой здесь зазор? Практически вообще минимум держится, даже не съезжает. А эту я не успел выбить, как она, блин, упала. Чуть ли мне не на ноги. То есть вот это вот место больше намного. Так, все, болты я нашел, гравера нашел. Крышку, смотрите, ребят, выгнула прям. Выгнутая. То есть если вот так сейчас ее делать, она выгнулась. Не знаю, может быть, вот так я ее сейчас прикручу. И все, перекручиваю, переворачиваю, вернее, замок со шлангом. Но надо еще угадать правильно, чтобы, ну, как сказать, там с той стороны на рычаг нажимаешь, чтобы она вниз, значит вниз, вверх, значит вверх. Вот, а то придется еще замок переворачивать. Так что посмотрим, как будет. Ребят, все откручено, все переходники, все шланги, все откручено. Вот все протянул, все, ставим шланг. Должно быть все, ребят. Надеюсь. Вот как получилось. Конечно, можно здесь расслабить, туда подать, чтобы она туда была. Вот чем плохо, да? Посмотрите, вот видите, она лапа, например. Вот, видите? И сразу будет бах сюда. И здесь то же самое. Но здесь, в принципе, вот она лежит нормально. Там, я имею в виду, как положено в этой цилиндре. Вот. Вот. А если ее перевернуть, то она не будет совпадать вот здесь по отверстиям. Сейчас я расслаблю, туда шланг подам. Все-таки, чтобы она туда смотрела. Ну и нужно опять помощника, чтобы туда на Урал, вот на эту сторону, видите, нет там лап, туда накинуть ее. И делать испытания, новые опоры или лапы. Так, закрутил. Вот видите, все-таки подал я туда, ослабил, подал, вот сделал ровно. Здесь закрутил, здесь соединение. Закрутил, закрутил. Короче, с лапой, как обычно, никого не найдешь, когда нужна помощь. Никого, никогда. Вот подъехал, и то быстренько убежал. Вот я ее тащил, видите, волком. Тяжелая она, конечно, пипец. Вот смотрите, прикол я вам сейчас покажу, как здесь работали. Вот я ее тянул. Вот повесил. И вот тут такие шланги. Вот, как-то так. Замок жигала. Старт. Сцепление мы уже пробовали, что все хорошо. Да, нажмем на тормоза, попробуем, чтобы не шипело. Ну и запустим установку и попробуем лапу. Так, все, воздух сбросил. Накачал. Пробуем тормоза. Аллилуйя, ребят. Все зашибись, нигде ничего не шипит. Вырубаем насос. Третья передача.
И пойдемте попробуем лапу, работу лапы. Все, огонь, ребят. Слава богу. Я за это переживал, что нужно будет переворачивать замок. Потому что я тогда на той лапе переваривал, когда трубку тоже поставил, у меня неправильно было, я переворачивал ее. Вот. А сейчас все хорошо, слава богу. Так, ребят, ну что, все проверили, все вроде зашибись, все работает, слава богу. Пойду собирать инструмент, потом отмываться, переодеваться, и нужно ехать работать. Так что вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь опытом в комментариях. На сегодня все. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в следующем видео.